Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Либо Stories. Меня зовут Любовь. Я очень рада вас всех здесь видеть. И как вы уже, наверное, поняли, сегодня на повестке дня у нас овца. Вы все очень долго ждали этот мастер-класс, и я решила сделать его бесплатным, выложить на канал. Она довольно большая, чуть-чуть больше 30 сантиметров, поэтому я постаралась поместить ее в кадр. Не очень она у меня хотела помещаться, но вот такая красотка стоит. Сейчас мы ее рассмотрим. Так, вот. Это овечка-подушка. В принципе, если хотите, если есть желание, можно сделать пижамницу, да, просто не набивать вот это вот расстояние. Я ее, в принципе, набивала не очень сильно. Она такая довольно мягкая у меня получилась. Такая красотка. Вот. Не знаю, мне очень нравится, очень обнимательная. С ней прям можно спать, лежать, обниматься. Такая красота. И никакая фурнитура нам не нужна. То есть просто глазки вышиваются, да, сплюшка у нас идет. И в принципе все. Что касается материалов. Сейчас я ее уберу в сторону. Понадобится плюшевая пряжа. Если турецкая 120 метров 100 грамм, да, если китайская 100 грамм 80 метров. Ссылка на мой магазин в описании, если вам интересно. Китайская пряжа там есть в продаже. Та, из которой я вяжу. Магазин работает по Казахстану. Вот. Но у меня неправильный моток, это другой. Нужно 2 мотка пряжи. Хватает на эту овечку. Обычные 2 мотка, да, 100-граммовые. Плюшевой пряжи. И также уходит 2 мотка пряжи Alize Puffy. Ну, петельками, да. Это не она, это тоже китайская, но ее в продаже у меня нет. Смело можете брать Alize Puffy. Или можете даже взять Alize Puffy Fine, да, у которой петельки поменьше. Будут не такие большие петельки, будут поменьше. Тут уже зависит от вашего желания. Все. Ну и холофайбер, естественно, да. Если не будете набивать, то есть только для головы и ножек. Если будете набивать, чуть побольше понадобится, конечно. Крючок. Крючок 4 миллиметра я использую. Чуть не забыла сказать. Где? В общем, не важно. 4 миллиметра крючок. Можете использовать даже 4,5, если хотите, будет чуть больше. Здесь как бы не принципиально, особенно вот в этих местах, где петельки. Как вам удобно. Все. Больше ничего в принципе не нужно, кроме вот этой вот черной ниточки, чтобы вышить мордочку. И мы можем приступать. Начнем мы вязать с мелких деталей. И самая простая — это ушки. Начинаем вязать с ушек. Вы не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вам нравятся мои видео. Это ваше спасибо. Начинаем вязать с 6 столбиков без накидов кольцо амигуруми. Шесть столбиков без накида. 4, 5 и 6. Затягиваем колечко. И второй ряд идет 1 столбик, 1 прибавка. Повторяем 3 раза. 1 столбик, 1 прибавка. Кто впервые вяжет игрушку, посмотрите на канале обучающие видео. Там я показываю и как делать кольцо амигуруми, и как вязать прибавки-убавки,
и все, что вам может понадобиться для игрушки, для вязания. Провязали. У нас теперь 9 петелек в ряду. Так. Следующий ряд. 2 столбика прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, прибавка. Кто хочет поблагодарить за мастер-класс, кто считает, что он достоин какой-то оплаты, ссылочка на донат у меня тоже есть в описании. Пожалуйста, можете перевести любую сумму. Это по желанию. Никого не принуждаю. Лайка и подписки, комментария, в принципе, тоже достаточно. Вот. 12 петелек в ряду. Ау! Следующий ряд мы провязываем 3 столбика прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, 3 столбика прибавка. 1, 2, 3 столбика прибавка. 1, 2, 3 и прибавка. Провязали 15 петелек в ряду. И следующий ряд еще один с прибавочками. Мы вяжем 4 столбика, 1 прибавка, повторяем 3 раза. Всех, кого не устраивает моя болтология на какие-то лишние темы, вы можете создать свой канал и с удовольствием на нем молчать. Пожалуйста. А это мой канал. В принципе, я здесь говорю то, что я хочу. Прибавка. И никого не принуждаю к просмотру. 4 столбика и прибавка. Закончили. Это был 5-й ряд. У нас 18 петелек в ряду. И дальше у нас получается 2 ряда. 6-й и 7-й ряд. Мы просто провязываем без изменений. 2 ряда по кругу. Можно поставить маркер. И 2 ряда провязать без изменений. По 18 столбиков без накида. Самостоятельно. Провязала я 2 ряда. И дальше мы делаем убавки. Следующий ряд 8-й. Вяжем 4 столбика. 1 убавка. Повторяем 3 раза. 3, 4 столбика. 1 убавка. 2, 3, 4 столбика. 1 убавка. 1, 2, 3, 4 столбика. 1 убавка. Я обрежу кончик, покороче сделаю. Оставляем его внутри уха. И сейчас мы будем закрывать ушко. Складываем его пополам. И провязываем за свободные петельки. Здесь и здесь. С двух сторон соединяем. Нам нужно провязать 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь снова складываем вот так вовнутрь. Разворачиваемся и провязываем снова. Связываем 2 половинки, провязываем 4 столбика. Вот сюда в первую же петельку вводим крючок,
Здесь выводим. Вот эту вот крайнюю можно накинуть тоже на крючок. Сюда и сюда. Сейчас. Что такое? Все равно я тебя накину. Вот. И соединяем. 1, 2, 3. И вот здесь вот в краешек провязываем 4. Отрезаем ниточку. Если будете ей пришивать, оставляйте подлиннее. Я не знаю, буду я ей пришивать или нет, но пока оставлю. И закрепляем. Это не та пряжа, про которую я все время говорю, что она не осыпается. Это немножко другая пряжа. Поэтому не знаю, получится ей пришить или нет. Такое ушко у нас получается. Вот. Потом мы будем их пришивать. Второе ушко точно так же провязываете самостоятельно. Одинаковые. Теперь вяжем ножку. Начинаем с цепочки воздушных петель, всеми любимой. У всех моих мастер-классах у всех возникает вопрос. 5 воздушных петель набираем. И дальше со второй петельки от крючка, первую не считаем на крючке, потом 1 и 2. Со второй петельки вяжем 3 столбика без накида. Каждую петлю не в одну, а по цепочке вяжем. Дальше в последнюю петельку провязываем 3 столбика без накида. 2 и 3. По второй стороне цепочки воздушных петель мы вяжем 2 столбика без накида. И в последнюю свободную петельку провязываем прибавку. 1 и 2. Закончили. У нас получается 10 петелек в ряду. Следующий дальше вяжем уже по спиральке. Вот первая свободная петелька, в нее провязываем прибавку. Далее 2 столбика без накида, 3 прибавки подряд, 1, 2 и 3. Дальше 2 столбика без накида. И до конца ряда у нас остается 2 прибавочки. Не забывайте ставить маркер, если он вам нужен, если вы не видите начало ряда. Да? Вот таким образом я сейчас тоже поставлю маркер, потому что дальше у нас начинаются ровные ряды. У нас сейчас выходит 16 столбиков без накида в ряду. И дальше на протяжении 5 рядов с 3 по 7, 3, 4, 5, 6 и 7, 5 рядов мы провязываем без изменений 16 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Провязали 5 рядов. Дальше делаем убавочки. 8 ряд у нас идет 2 столбика, 1 убавка. Повторяем 4 раза. 2 столбика, убавка, 1, 2 столбика, убавка. Я делаю невидимые убавки, вы можете делать в принципе как вам удобно, обычные тоже.
особой разницы в них я не вижу. Провязали. Поднимаю маркер. И теперь у нас получается 12 петель в ряду. И мы следующие 4 ряда, 9, 10, 11 и 12 снова вяжем без изменения по 12 столбиков без накида. При этом можно набить ножку. Я набиваю не очень плотно, то есть как бы просто, чтобы вот она держала форму, была упругая, но не так, как я обычно игрушки набиваю, потому что все-таки подушка. Вот, набиваю, такая она упругенькая получается, и все. Провязываем еще 4 ряда самостоятельно. Теперь начинается самое интересное. Провязала 4 ряда. И продолжаем также этой ниточкой вязать, но добавляем петельки. Берем петельки и прикладываем. Одну петельку убираем вовнутрь ножки. Таким образом. А вот расстояние между петельками мы фиксируем ниточкой. Вводим крючок в деталь. Нитка у нас проходит сверху, деталька, вот эта вот нитка внутри. И мы вокруг этой ниточки провязываем столбик без накида. Таким образом, сейчас покажу. Вот так у нас получилось. Вот я вытащила петельку. Здесь хорошо видно. Здесь петелька, здесь дальше ниточка идет. Мы провязали, получается, через нее. Дальше мы берем вот эту петельку, убираем ее вперед. И дальше будем вязать в следующий столбик, уже перешагнув петельку. Следующий пустой столбик. И провязываем столбик без накида вокруг этой нитки. Теперь провязываем еще один, точно так же петельки. Вот одна с этой стороны, другая с этой стороны. Ничего не меняем, провязываем еще один. Получается 2 столбика без накида у нас между петельками. Теперь снова эту петельку перекидываем сюда, прокладываем ниточку и провязываем еще 2 столбика без накида точно таким же образом. Провязали, перекинули, еще 2 столбика без накида. Еще одну петельку перекинули. Еще 2 столбика без накида. Главное, не пропускайте вот здесь петельки в предыдущем ряду, чтобы у нас оставалось 12 столбиков в ряду. Дальше перекинули, провязали еще 2. Таким образом у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5 раз мы провязали по 2 столбика. Первый столбик у нас идет отдельно, и еще один столбик у нас остался. Мы снова перекидываем петелечку, оставляем ее и провязываем 12 столбик без накида в ряду. Провязали. Ряд закончен. Теперь вот эту ниточку убираем вот сюда назад, не вперед, а назад. Убрали. И следующий ряд мы просто вяжем 12 столбиков без накида. Эти наши предыдущие ряд, предыдущие петельки предыдущего ряда. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 и 12. Если не совсем понятно, перемотайте, посмотрите еще раз, как я вязала. Закончили, 12 столбиков без накида провязали. Это был 14 ряд, получается, да? Всего мы таким образом провязываем 5 рядов, то есть один ряд с петельками, один ряд без петелек, без каких-либо изменений. Теперь эту нашу ниточку берем и снова вот эту петельку кладем сюда. То есть в предыдущем ряду мы провязывали один столбик, да, вот он у нас идет. Здесь мы просто уже перекладываем. И первый ряд у нас получается идет. Первая петелька у нас идет. Мы провязываем столбик без накида. И дальше снова вторую подряд. Провязали столбик без накида. То есть в этом ряду, получается, мы должны 6 раз одинаково провязать по 2 столбика без накида между рядами. Перекинули петельку, провязали еще 2 столбика без накида. Перекинули. Третий ряд. Перекинули. Четвертый. Здесь можно не стараться вязать прям плотно крючком, как бы просто как ложится, так и вяжите свободно. Дальше пятый ряд, 2 столбика, перекинули, и шестой ряд, шестой раз 2 столбика, провязали. Теперь убираем снова вот эту вот ниточку с петельками, и следующий ряд ориентируйтесь вот, кстати, на маркер, да? Смотрите, чтобы у вас совпадало количество петелек провязанных. Должно оставаться 12. Следующий ряд снова провязываем просто 12 столбиков без накида. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Можно немножко набить еще ножку, чуть-чуть слегка. И вяжем следующий ряд снова с петельками. Снова прокладываем петельку, провязываем 2 столбика без накида. 2. Дальше. Переложили. 1, 2. Переложили. Третий раз. Петелька. Четвертый раз. Петелька. Пятый. Петелька. И шестой. Теперь отрезаем ниточку. Вот эту, получается, вот мы закончили. Вот у нас петелька, мы провязали, да? Следующую мы оставляем и отрезаем ниточку вот здесь вот, между этими петельками. То есть вот мы оставляем одну петельку и так же, как в начале, убираем ее вовнутрь, чтобы у нас эта ниточка зафиксировалась. Все, мы провязали. И последний ряд у нас идет не полный, то есть у нас 12 петелек в ряду. Мы должны провязать либо 10, либо 9 петелек. Сейчас посмотрим, еще зависит от того, у кого какая плотность, у того столько петелек получится. Провязываем 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас посмотрим. Вот берем ножку нашу, она у нас такая не круглая, да, продольная. Мы ее складываем пополам и находим здесь сбоку. Таким образом, то есть нам нужно найти бок, чтобы ножку ровно закрыть. От этого зависит, какое количество петелек нужно провязать вам. И закрываем 5 столбиками без накида. 6 столбиками без накида. Извиняюсь. 2, 3, 4, 5 и 6. Вот так получилось. У меня немножко она ушла, да, я, наверное, сделаю 10 столбиков. И потом закрою пополам. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Да, вот так мне больше нравится. Я провязала 10 столбиков в последнем ряду и потом закрыла. Смотрите, если у вас в одной ножке 10 столбиков получилось, совсем не обязательно, что у вас в другой ножке будет тоже 10. У вас может быть и 9, и 11. То есть каждую ножку смотрите по своей плотности, как у вас получается. Вот такая ножка у нас получается. Кончик обрезаем, мы потом их будем ввязывать. И вам нужно связать таких 4 штуки. Они вяжутся одинаково, и верхние, и нижние абсолютно одинаковые ножки. То есть самостоятельно вы должны провязать, связать еще 3 штучки. Теперь свяжем голову. Голова у нас будет пришиваться к телу. Начинаем мы снова из цепочки воздушных петель. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова со второй петельки начинаем вязать. 1 прибавка, 3 столбика без накида, 1, 2, 3. В последнюю петельку вяжем 4 столбика без накида. В ножках мы вязали 3, здесь мы провязываем 4. Дальше по обратной стороне цепочки провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в последнюю петельку вяжем прибавку. 1 и 2. Закончили. Сейчас у нас должно быть 14 петелек. Следующий ряд мы начинаем с прибавок. Второй ряд вяжем 2 прибавки подряд. 1, 2. Дальше 1 столбик без накида, 1 прибавка, 1 столбик без накида, 4 прибавки подряд, 1, 2, 3, 4. 1 столбик без накида, 1 прибавка, 1 столбик
без накида. И еще 2 прибавки до конца ряда. 1 и 2. Поставим маркер. Получается, он у нас будет проходить сбоку головы. То есть вот так будет идти голова, и маркер у нас идет сбоку. Сейчас у нас 24 петельки в ряду. И следующий ряд мы провязываем 3 столбика, 1 прибавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 3, 2, прибавка 4, 1, 2, 3, прибавка 5 и последний раз 2, 3, прибавка 6. Закончили. В ряду получается 30 столбиков без накида. Следующие 2 ряда мы провязываем аналогично. Следующий ряд, 4, мы вяжем 4 столбика, 1 прибавка, повторяем 6 раз, у вас получается 36 столбиков в ряду. Следующий 5 ряд мы провязываем 5 столбиков, 1 прибавка, 6 раз, получается 42 столбика в ряду. И дальше 6, 7, 8, 9 и 10, 5 рядов мы провязываем без изменения по 42 столбика без накида. То есть все вот эти ряды провяжите самостоятельно. Всего получается, вам нужно провязать 7 рядов. Мы закончили на 3, начиная с 4 и заканчивая 10. Вяжите самостоятельно. Все я провязала, закончила на 10 ряду. Вот у меня последние 5 рядов без изменений провязаны. И дальше 11 ряд у нас идет с убавочками уже. Мы провязываем 12 столбиков, 1 убавка, повторяем 3 раза. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и убавка. И еще 2 раза до конца ряда. 4, 5, 6. Двенадцать и убавка. Еще 1 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и убавка. У нас получается 39 петель в ряду. Дальше снова вяжем аналогично. Следующий 12 ряд провязываем 11 столбиков, убавка 3 раза, у вас будет 36 петель. Дальше 13 ряд провязываем 10 столбиков, убавка, у вас будет 33 петли. И следующие 3 ряда 14, 15 и 16 провязываете без изменения по 33 столбика без накида. Итого получается, у вас должно быть провязано еще 5 рядов с 12 по 16 самостоятельно. Закончили 16 ряд. Последнее, что я провязала, было 3 ряда без изменения. И теперь мы будем добавлять петельки по такому же принципу, как вязали ножки.
Берем одну петельку, оставляем внутри и обвязываем вот это расстояние от петельки до петельки. Столбик без накида. Закрепили. Это остается внутри. Передвигаем петельку, дальше вяжем 2 столбика без накида между петельками. Снова передвигаем и снова 2 столбика без накида. И так мы провязываем весь ряд. У нас получается в ряду 33 столбика без накида. Вяжем до конца. Петелька, 2 столбика, петелька, 2 столбика. Довязали до конца ряда. Вот он маркер, последняя петелька провязана. И дальше продолжаем вязать. Также отодвигаем петельку и провязываем 2 столбика без накида. Смотрите, помните, в ножках мы вязали через ряд, то есть один ряд с петельками, один ряд без петелек, да? В голове я вяжу каждый ряд с петельками, в голове и в теле. Если вы не хотите вязать каждый ряд, вы можете также вязать через ряд. То есть, если вам нравится вот такая, как вот редкие петельки, да, вы можете делать через ряд. Мне нравится, что вот они такие пушистые, много их, и мягкая получается подушечка, объемная. Поэтому тут уже по вашему желанию, в принципе, кому как нравится, да. Но если вы вяжете каждый ряд, то вот получается мы закончили 2 столбика, дальше прокладываем петельку, провязываем 2 столбика. И петельки у нас получаются в шахматном порядке. Выкладываются снова 2 столбика, опять петелечка и 2 столбика. Вот таким образом, так как у нас нечетное количество петель в ряду, да, у нас получается, что петельки каждый раз будут выкладываться в шахматном порядке. И вот таким вот образом мы дальше провязываем еще 3 ряда. То есть всего у нас должно быть 4 ряда без изменения по 33 столбика без накида вместе с петельками. Это выходит 17, который мы уже провязали. Теперь мы вяжем 18, 19 и 20. Потом встречаемся здесь, будем делать убавки уже. Провязала я 4 ряда без изменений. Получается, закончила 20 ряд. Так это сейчас выглядит. Вот в каждом ряду я делала петельки. И сейчас будем делать убавки. Закончила я, вот у меня петелечка и 1 столбик без накида. Подняла маркер на всякий случай. Его, правда, здесь особо не видно, но не суть. Проверьте количество петель, чтобы у вас совпадало. 33 петельки должно остаться. И делаем убавочки. Провязываем. Так, у нас получается 9 столбиков без накида. 1 убавка, повторяем 3 раза. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть так и продолжаем вязать по 2 столбика между петельками. 7. Так, здесь главное не запутаться. 8, 9. И провязываем убавочку. Здесь я делаю обычные убавки, то есть захватываю нитку, следующую петельку захватываю нитку и провязываю также вокруг нитки с петельками. Теперь смотрите, вы можете сделать просто убавку между петельками, да, и потом проложить петельку. Но я провязываю еще 1 столбик
и потом прокладываю петельку. Здесь уже не суть важно, в принципе, как вы эти петельки положите, все равно они будут хорошо лежать. Примерно 2 столбика между ними, просто чтобы было. Хотите, делайте одну убавку, хотите, делайте просто столбик. Так, 1, получается, провязала. 2, 3 петелька, 4, 5 петелька, 6, 7 петелька, 8, 9 петелька и убавочка. Захватили следующую и провязали. 1, 2, 3 петелька, 4, 5 петелька, 6, 7 петелька, 8, 9 петелька и убавка. Вот мы дошли до маркера. Последнюю петельку провязали перед маркером. Теперь у нас получается 30 столбиков в ряду. Следующий ряд мы вяжем 3 столбика, 1 убавка, повторяем 6 раз. То есть, в принципе, ничего не меняется, все то же самое, да? Провязываем 1 столбик, петелька, дальше 2, 3 петелька, делаем убавку, еще 1 столбик, петелька, 2, 3 убавка, петелька, убавка, 1 столбик, так, 2, 3 петелька, убавка, 1 столбик, петелька, 2, 3 петелька, убавка. Здесь главное не провязывать в те же самые петли, в которые уже было провязано. 1 столбик, 2, 3 убавка, 1 столбик, петелька, 2, 3 убавка. Убавка. Вот, у меня все правильно получилось. Я дошла до маркера. Вот он у меня стоит. Если у вас вдруг не сошлось, там меньше получилось или больше получилось, вы, конечно, можете распустить, перевязать. Но, в принципе, так как здесь под петельками особо этого не видно, да, то есть не хватает у вас петельки, ну, сделайте вы прибавку. Или, в принципе, не делайте прибавку, в следующем ряду сделайте на одну убавку меньше просто, и все. Вот, если у вас лишнее получилось, сделайте еще одну убавку. Ничего страшного здесь не произойдет под этими петельками. Вот, теперь набиваем голову. В общем, набиваем голову. Набиваю я ее тоже не очень плотно. И провязываем еще 2 ряда самостоятельно. То есть следующий ряд, 23, вяжете
2 столбика убавка 6 раз, точно так же, как мы сейчас вязали ряд, да? И 24 ряд вяжете 2 столбика убавка, 24 ряд 1 столбик убавка 6 раз. У вас должно будет остаться 12 столбиков без накида, и потом мы с вами будем закрывать колечко. Довязали, хорошо набиваем голову и сейчас закрываем последний ряд, провязываем 6 убавок по одной убавке между петельками. Петельку перекладываем, провязываем убавочку. 1, петелька, 2 убавка, петелька, 3, петелька, 4, петелька, 5, еще одна петелька и 6 убавка. Теперь еще петельку откладываем, провязываем 1 столбик без накида или полустолбик, то есть соединительную петельку, да? Обрезаем следующую, вот у нас пустая петелька идет, после нее обрезаем, убираем ее вовнутрь, а здесь ниточку обрезаем и закрепляем. Я надеюсь, что у меня сейчас получится снять, стянуть кольцо. Берем иголку и стягиваем колечко, захватывая наши оставшиеся петельки. Их должно быть 6. И затягиваем. Затягиваем, закрепляем и прячем ниточку внутри головы. Вот так. У нас тут ничего не видно. Здесь ниточку обрезаем.
Готово. Вот у нас идет по боку маркер проходит. И вот так у нас голова. Тут уже смотрите, этой стороной вам больше нравится или этой стороной вам больше нравится. Я рекомендую сначала связать тело, потом к нему уже приложить голову и потом вышивать глазки и пришивать ушки. Уже относительно тела, как больше нравится, чтобы это все ровненько получилось. Соответственно, сейчас будем вязать тело.